Здорово, с вами Каска. В этом видео я вам расскажу, как прибавить немного FPS в эмуляторе LD Player, а также уменьшить количество лагов и фризов. Смотрите видос внимательно и до конца, в нем много полезной инфы. Если вы что-то не поняли, еще раз пересмотрите видео. Буду благодарен за большие пальцы вверх и подписку на канал. А также не забывайте делиться этим роликом с вашими кентами. Приятного просмотра. Открываем LD Player, нажимаем меню, настройки. На вкладке дополнительно мы выбираем разрешение по соотношению к вашему монитору. Если ПК у вас слабенький, тогда ставим на 1280 на 720. CPU ядер ставите максимально их значение. Кстати, не забудьте обязательно включить виртуализацию. Во-первых, у вас игры и само приложение перестанет лагать. Во-вторых, это нужно сделать. ОЗУ ставим тоже максимальное его значение. Управление диском я советую ставить галочку на автоувеличение. Плюс не забываем очищать периодически кэш. Модель. Если вы играете стендов, можете поставить 120 FPS. Если же PUBG, то оставляем на 90, либо ставим вообще 60. И нажимаем установить. Игровые. Частота кадров. То же самое. Для PUBG я советую ставить все-таки по умолчанию, потому что 90, лично в моем случае я не вижу разницы особой. Смысл мне нагружать систему. Поэтому я оставляю на 60. Для стендов можете то же самое. Либо 90, либо 120. Галочку включить режим высокого FPS тут по ситуации. В основном можно спокойно отключать. Поддержка текстур тоже по ситуации. Если ПК средний и выше, ставим галочку, если нет, тогда отключаем. PUBG Mobile то же самое. Слабый ПК 720p, средний и выше 1080p. В моем случае это 2К. HDR по желанию. Я отключаю. Переходим на другие. Автозапуск выключаем. Root права тоже по ситуации. Все остальное оставляем по дефолту. И нажимаем сохранить. Качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть папка оптимизация и два текстовых документа. Команда и создание точки восстановления. Сначала откроем команда. Копируем данную команду, нажимаем PKM на пуск, Windows PowerShell администратор, да, Ctrl+V и Enter. Закрываем и закрываем. Далее нажимаем PKM на LD Player, расположение файла, PKM, свойства, совместимость. Ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран, изменить параметры высокого DPI, ставим галочку на режим масштабирования. Окей, применить и окей. Открываем диск C, Program Files, LD Player Box, опускаемся вниз и находим LDV Box Headless. PKM, свойства, совместимость. Ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран, изменить параметры высокого DPI, галочка на режим масштабирования, окей, применить и окей. Далее копируем путь, PKM, копировать, нажимаем поиск, пишем настройки, графики. И если у вас есть планирование графического процессора с аппаратным ускорением, тогда нажимаем включить. После всех настроек сделайте перезагрузку вашего ПК. Нажимаем обзор, вставляем наш путь, Enter, находим LDV Box Headless, добавить параметры, ставим галочку на высокая производительность, нажимаем сохранить, нажимаем поиск, пишем параметры режима игры, игровой режим мы оставляем включенным, в клипах все галочки убираем и ставим 30 кадров, Xbox Game Bar тоже убираем все эти галочки. Открываем мой компьютер, локальный диск C, пользователи, ваше имя пользователя, нас интересует папка AppData. Если у вас нет данной папки, нажимаете вид и ставим галочку на скрытые элементы, Local, опускаемся в самый низ и находим папку Temp. Выделяем все эти файлы, нажимаем PKM, удалить. Отмена, закрываем папку и очищаем вашу корзину. Снова открываем мой компьютер. На любой из дисков нажимаем PKM, свойства, сервис, оптимизировать. У меня диск C и D это SSD, поэтому нажимаем оптимизировать. Диск D тоже оптимизировать. Для жестких дисков нажимаем анализировать и оптимизировать. Плюс отключаем оптимизацию по расписанию. Здесь у вас будет скорее всего написано отключить и убираем галочку с выполнять по расписанию. Окей и закрываем. Открываем папку, которую мы загрузили. Оптимизация. Здесь у нас есть 3 папки и 2 программки. Сначала сделаем установку процесс Lasso. Нажимаем PKM, открыть, да, окей, принимаю, далее установить. Далее и готово. Нажимаем настройки, процессор, форсирование, ставим галочку на повышать класс. Да, снова настройки, процессор, форсирование, повышать приоритет активного потока. Да, настройки, общее, интервал обновления GUI 10 секунд, настройки, общее, интервал обновления 10 секунд. Нажимаем главное, ставим галочку включен производительный режим. Если галочка у вас не поставилась, закрываем процесс Lasso и в нижнем трее его снова открываем. Проверяем, да, галочка стоит. Нажимаем главное,
активный профиль питания. По дефолту оставляем галочку Beat some High Performance, либо в некоторых ситуациях ставим галочку на максимальная производительность. Теперь запускаем LD Player, сворачиваем Player, находим ldvbox headless.exe, нажимаем PKM, приоритет CP всегда и ставим высокий. Соответствие CP всегда и убеждаемся, чтобы ставили галочки на всех наших ядрах. Если вдруг у вас более 6 ядер, ядро 0, убираем галочку. Плюс можете отключить SMT, многим помогает. Далее приоритет ввода-вывода всегда и ставим высокий. И последнее, что нужно сделать, это поставить галочку на включение производительного режима. Далее просто закрываем процесс лассо. Эти настроечки делаются один раз, больше этого не касаемся. Главное, убедитесь, чтобы в нижнем трее здесь процесс лассо был у вас запущен. Иначе вся эта оптимизация не будет работать. Открываем папку ISLC, PKM, открыть, троеточие. Выбираете любой диск и создаем папку. Окей, экстракт. Открываем ISLC, PKM, открыть. Да, на вкладке Free Memory определенное количество цифр. Допустим, если у вас 8 гигабайт оперативной памяти, пишем здесь 4096. Если у вас 16 гиг, пишем 8196. Для всех остальных справа здесь я напишу более подробно. Таймер Resolution 0.50, Rate MS 500. Ставим галочку на Enable Custom, ставим галочку на Start ISLC и ставим галочку на Launch ISLC. Если вы поставили галочку, то данная программка будет запускаться с вашей виндой, то есть ничего больше не нужно будет делать. Если же галочки все эти вы убираете, тогда нужно делать следующее. Перед запуском игры прописываем все эти значения, нажимаем Start и залетаете. Как поиграли, вышли, нажимаете Stop. Далее находим MSI Util, нажимаем PKM, запуск от имени администратора. Да. Находим вашу видеокарту в таблице приоритет, выбираем High и нажимаем Apply. Открываем папку настройка видеокарты. Если видеокарта у вас от AMD, открываем AMD Radeon. Здесь у нас находятся картинки с настройками драйвера для вашей видеокарты. Какие функции включить и какие функции отключить. Если видеокарта у вас от Nvidia, открываем Nvidia GeForce. Здесь у нас тоже находятся картинки с настройками драйвера для вашей видеокарты. То же самое, какие функции включить и какие функции отключить. Плюс у меня есть два видео на канале по настройке AMD Radeon и по настройке Nvidia GeForce. Я там все подробно объяснил, что нужно включить, а что отключить. Если будет интересно, ссылка находится в описании. Открываем мой компьютер, свойства системы, доп. Параметры системы, вкладка быстродействие, параметры, ставим галочку на обеспеченное лучшее быстродействие, плюс ставим галочку на экранные шрифты, нажимаем применить и переходим на дополнительно, виртуальная память, изменить, убираем галочку с объем файла, диск C, ставим галочку на размер по выбору системы и нажимаем задать. После всех настроек сделайте перезагрузку вашего ПК. Нажимаем PKM на пуск, параметры, конфиденциальность, опускаемся немного вниз, находим камера. Если вы используете веб-камеру, тогда оставляем включенным, если же нет, тогда отключаем. Микрофон, скорее всего, есть, поэтому оставляем включенным. Голосовая активация, уведомления, сведения учетной записи, контакты, календарь, телефонные звонки, журнал вызовов, электронная почта, задачи, обмен сообщениями и радио можете спокойно отключать. Переходим на фоновые приложения. Здесь у нас есть два варианта. Отключаем все фоновые приложения, либо отключаем те фоновые приложения, которые мы не используем. Такие как Microsoft Store, Xbox, будильник и часы, ваш телефон, запись голоса и так далее. Все это можете спокойно отключать. Нажимаем поиск и пишем центр обновления, параметры обновления. Здесь нажимаете проверить наличие обновлений, вы их загружаете и перезагружаете ваш ПК. Если же у вас такая же самая ошибка, как и у меня, нажимаем поиск, пишем службы, опускаемся в самый низ и находим центр обновления Windows. Тип запуска вручную, применить, запустить. И теперь снова нажимаем повторить. Если нашлись новые обновления, вы их загружаете и перезагружаете ваш ПК. После того, как вы все это сделаете, снова пишите в поиске службы, опускаемся вниз, находим центр обновления Windows, тип запуска отключена, применить, остановить. После всех этих настроек залетаете в LD Player, запускаете игру, проверяете на количество FPS и лаги. Если по FPS вам мало, либо остались лаги, тогда делаем следующее. Открываем папку, которую мы загрузили, оптимизация, твики реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Первые два файла реестра отключают Xbox DVR. Многим, кстати, бустит неплохо FPS. Нажимаем PKM слияние, Game DVR 2, PKM и слияние. Если вдруг у вас нет слияния, нажимаете 2 раза LKM, либо через Enter. Да и ОК. Отзывчивая система PKM слияния
сетевой тротлинг, ПКМ слияние и системный приоритет тоже ПКМ и слияние. Перед тем как активировать файлы реестра, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это сделать? Здесь все указано. Либо смотрите в предыдущих моих роликах. Следующая настройка касается тех, кто играет с друзьями в Дискорде. Кстати, вот мой сервер Дискорда. Если будут вопросы либо желание поиграть, подключайтесь. Ссылка находится в описании. Нажимаем настройки пользователя, опускаемся вниз и находим расширенные. Аппаратное ускорение мы убираем галочку. Окей. И последнее, что нужно сделать, это обновить драйвера вашей видеокарты. Если видеокарта у вас от AMD, нажимаем ПКМ на рабочем столе, настройки, Radeon, переходите на вкладку обновления, качаете последнюю версию драйвера и перезагружаете ваш ПК. Если видеокарта у вас от Nvidia, открываем GeForce Experience, драйверы, проверить наличие обновлений. Если есть доступные драйвера, мы тоже их качаем, выбираем экспресс установка и перезагружаем ваш ПК. После этого залетаете в вашу игру, которую вы играете, и наслаждаетесь высоким FPS.